Всем привет! Сегодня у нас расклад. Он решил бороться или сдался уже. И прежде чем начать, конечно же, зову всех в проживание арканов. Только там вы можете проработать всю свою жизнь, и это наподобие расстановок, только намного мощней. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единичка. Что сейчас между вами для сигнификации? Настоящая война между вами. Вы постоянно и ссоритесь, и ссоритесь, и ссоритесь, и ссоритесь. У вас просто передышки аж нет. Вы не можете договориться вообще ни о чем. Каждый разговор, он превращается у вас в скандал. Каждая встреча заканчивается вот этими хлопаньями дверьми. Ты уже совсем, как сказать, ты говоришь ему одно, он тебя вообще по-другому понимает. И наоборот, он предлагает что-то, а ты сразу против, даже если ты не против, из принципа ты против. И знаешь, в чем проблема? Вы оба по-своему правы. У каждого своя правда, свои аргументы, там, обиды свои. Ты считаешь, что он должен больше времени тебе уделять. А он думает, что ты слишком много требуешь. Ты хочешь определенности, а он боится брать на себя обязательства какие-либо. И сейчас вы как два воина, которые друг друга уже запиперили, я бы сказал. Но остановиться никак. Каждый ждет, что другой первый сдастся и попросит прощения. Ты ждешь, что он признает твою правоту, он ждет, что ты станешь более покладистой. Но никто не хочет уступать первым. У вас гордость играет, вспомнил, как называется. И самое поганое в том, что вы оба страдаете от этой войны. Ты ночами не спишь, прокручиваешь в голове ваши вот эти все разговоры, ссоры, ты думаешь, что сказать ему в следующий раз. Он тоже мучается. На тебя злится за то, что не может он, отношения наладить. Но гордость, она вам не позволяет остановиться. И просто поговорить по-человечески у вас вообще не получается, потому что оба гордые до усеру. Ты ему нужна? Нужна. Он, знаешь, сам этого пока не понимает, но ты ему очень нужна. Он, знаешь, он живет эмоциями, там, порывами. Когда он тебя видит, то сердечко у него колотиться начинает. Но не из-за того, чтобы там леща друг друга надавать, да, вот хочется ему обнять тебя, поцеловать, рядом быть. Но когда вы, расстаетесь, он думать начинает головой и кучу причин находит, почему ваши отношения невозможны. Он, знаешь, он мечтает о стабильности, семейную жизнь с тобой хочет. Вот в его голове есть картинки, что там вы вместе гостей встречаете, дни рождения празднуете, ездите там к друг другошним родителям. То есть обустраиваете общий быт. Он видит себя... Он, знаешь, твоим мужем видит. Он представляет, как вы будете детей растить, вместе стариться, вместе на лавочке сидеть, всех какашками поливать. Но одновременно с этим он боится ответственности. Он понимает, что семья — это не только радость, да, но и обязательства. И нужно будет думать не только о себе, но и о тебе тоже, и вообще про ваше будущее. И знаешь, что его больше всего пугает? То, что ты можешь изменить его жизнь. Вот сейчас он живет как хочет. То есть захотел мороженку поесть, поел. И знаешь, он боится то, что,
придется с тобой подстраиваться под твой режим, под твои привычки, про твои желания. Он, знаешь, он хочет, но боится тебя потерять. То есть хочет с тобой вот семью, но тебя боится потерять. Будет ли бороться за твою любовь? Нет. Активно бороться он не будет. У него вообще нет четкого плана, как с тобой быть, куда тебя вертеть и чего с тобой делать. Он не знает, хочет ли он серьезных отношений или просто повстречаться. Он для себя решить не может, готов ли он жениться или еще рано. И вот он одним днем живет, надеясь, что все как-нибудь само по себе наладится. Но зато он мудрый. Он, что ты не говори, он мудрый. Ты сейчас говоришь, нет, он дурак, нет, он мудрый. Он умеет контролировать свои чувства. Он эмоциям не разрешает управлять собой. Вот когда ты истерики свой ультразвук включаешь, он остается спокойный. Когда ты требуешь каких-то там немедленных решений, он просит время подумать. И он понимает, любовь важна, но она не должна разрушать жизнь. И вот он будет ждать, что ты там сделаешь первый шаг. Не потому, что он там трусит или еще чего-то, нет. Потому что он считает, что если женщина, она действительно хочет отношений, то она должна показать готовность, то, что навстречу готова идти. А ты требуешь от него активности, а он от тебя требует гибкости. Еще он твою стойкость проверяет, кстати. Он, знаешь, думает, если ты там действительно его любишь, то будешь ждать, пока там созреет он для серьезного шага. А если к другому она уйдет, про тебя думает так, то любовь, значит, была не настоящей. И он не торопится, потому что он хочет быть уверенным в своих вообще чувствах и так далее. Как тебе быть? Быть, все под свой контроль нужно взять. Хватит ждать, что он что-то решит, что-то предложит, там позовет тебя куда-то. Хватит ждать. Понимаешь, ты сама можешь управлять своей личной жизнью. Если ты хочешь отношений с ним, то создавай для этого условия. Если не хочешь, то заканчивай вот эту неопределенность. И доведи эту историю уже до логического конца. Не тяни кота за причинные места. Причем месяцами ты это делаешь. Поставь ультиматум. Либо официально встречаемся и там серьезные отношения строим, либо давай пока навсегда. Дай ему срок на размышление, но не больше там недели. Перестань реагировать на каждую его эмоцию. Он сказал, что вот что-то неприятное, да, тебе, что тебя вывело из себя. Не устраивай скандал, а спокойно объясни свою позицию. Он 3 дня там исчез куда-то, не бомби его сообщениями, займись своими делами. Покажи ему, что ты сильная женщина, а не истеричка. И, конечно, готовься к любому исходу. Этот мужик, он, знаешь, он может выбрать отношения с тобой, а может решить, что не готов. И знаешь, в любом случае ты должна остаться при своем достоинстве. Останется — хорошо, уйдет — тоже неплохо, значит, не мой человек был, как говорится. Но точно, как сказать, поставь ультиматум и сроки. Тут больше сказать нечего, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Бороться он решил или сдался уже? Знаешь... Первый вопрос — это что сейчас между вами для сигнификации? По звезде понятно, да? Между вами сейчас твоя мечта про идеальную любовь. Ты у себя в голове создала прям красивую картинку ваших отношений и очень хочешь, чтобы она стала реальностью. Ты вот представляешь, как вы будете вместе путешествовать, фильмы в обнимку смотреть, как он будет заботиться о тебе, как вы семью хорошую построите. И вот эта мечта, она греет тебя и силы дает. И ты сейчас в состоянии полного восстановления после прошлых неудач. Ты
долгое время, ну, сидела разочарованная в мужчинах. То есть в любовь вообще не верила. Думала, все козлы, все обманщики, все мудаки. Но вот встреча с ним, она вернула тебе веру в то, что чувства настоящие существуют, и ты снова открылась для любви. И знаешь что? Ты сейчас излучаешь вот такую надежду и оптимизм, что вот даже когда рассказываешь подругам про него, то глазки у тебя светятся. Когда он смс-ку тебе пишет, ты улыбаешься, как девочка-пипевочка. Встречу планируете, ты всегда готовишься, как вот на первое свидание. То есть в тебе проснулась вот эта романтичная женщина, которая давно была спрятана. Но проблема в том, что эта мечта, она существует больше же в твоей голове, чем в реальности. Ты приписываешь ему чувства, которых у него, может и не быть даже. Ты слова его и поступки, знаешь, для себя приоткрываешь в выгодном для себя свете. То есть видишь знаки внимания там, где их нет. Надежды живешь, а не фактами. Нужна ты ему? Нет, ты ему не нужна. Ну а что я тебе могу по этим картам сказать? Более того, ты стала для него настоящей проблемой. Твое появление в его жизни, оно разрушило тот покой, к которому он привык. До встречи с тобой у него была там понятная предсказуемая жизнь, работа, там друзья, хобби, рыбалка и так далее. А теперь ты все вот перевернула с ног на голову. И он чувствует себя побежденным в этих отношениях. Ты знаешь, ты оказалась сильнее, умнее и хитрее, чем он ожидал. Он думал, что сможет там легко тебя завоевать, а получилось наоборот, ты его завоевала. И теперь он просто не знает, как из этого всего выкрутиться, не потеряв свое лицо. И знаешь, что больше всего его бесит? То, что ты его насквозь видишь. Он привык, что женщины ведутся там на его обаяние, не замечают его недостатков, глазки закрывают на ложь, а ты ему неудобные вопросы задаешь. Требуешь честности, не принимаешь вот эти вот отговорки, и это его раздражает, ну и заодно и пугает. А еще он понимает, что он тебе проиграл в честной борьбе. Ты оказалась лучше, чем он думал, а он хуже, чем пытался казаться. И ты показала ему его собственные слабости и его собственные недостатки, и теперь он злится не на тебя, а на себя. Но проще же обвинить тебя в том, что ты там слишком сложная, слишком такая-то, чем свою неготовность к серьезным отношениям признать. Будет ли бороться за твою любовь? Будет. Но не так, как ты ждешь. Нет. У него в голове, знаешь, появилась четкая мысль. Он должен тебя получить любой ценой. Но не из любви, а из того, что ты стала для него вызовом. То есть он, знаешь, он не может смириться с тем, что как вот такая, как ты, ускользает от его, как сказать, вот чар. Вот по-другому никак не скажешь. Но проблема, он очень жадный до своих ресурсов. Он на тебя не готов тратить ни много времени, ни денег, ни эмоций. Он хочет получить максимум при вот минимальных вложениях, понимаешь? И думает, что можно завоевать тебя там парой красивых жестов, одним цветочком, и все, и ты к нему на компот ежедневный. Понимаешь? Он будет бороться, но только до тех пор, пока этого, как сказать, пока это не требует серьезных жертв. Цветочки подарит, но недорогие. В кафе там позовет, но недорогой. То есть он будет красиво говорить, но конкретных обещаний давать он не будет. Его борьба, она, знаешь, будет поверхностной, такой расчетливой. И самое главное, он не готов менять свою жизнь ради тебя. Он хочет, чтобы ты вписалась в его существующий распорядок, но никак не наоборот.
чтобы ты подстраивался там под его желания, под его там друзей, под его планы, под его привычки. То есть он будет бороться за то, чтобы ты стала удобным дополнением к его жизни, а никак не равноправным партнером. Как тебе быть? Контроль взять. То есть хватит ждать, что он там что-то решит. Хватит ждать, что он там что-то предпримет. Хватит ждать, что он тебя куда-то позовет. Ты сильная женщина, которая может сама управлять своей жизнью. Если хочешь с ним отношений, то диктуй свои условия. Если ему не подходит, то ищи того, кто подойдет. Понимаешь, кому подойдут твои условия. И начни строить уже планы без него, не привязывай свое будущее к этому мужчине. У тебя должны быть цели, у тебя должны быть мечты, проекты, которые вообще не зависят от него и от его решений. Понимаешь? У тебя должна быть там карьера, путешествия, саморазвитие, новые знакомства. Покажи ему, что ты живешь полноценной жизнью и без него. Понимаешь? Потому что если вот так вот ты начинаешь, то какому мужику нужна тряпка? Прости, а как по-другому? Поэтому не будь тряпочкой. Перестань быть доступной 24/7. Не отвечай на его сообщения мгновенно, не соглашайся на встречи в последний момент, не отменяй планы свои ради него. У тебя должна быть своя жизнь, у тебя должны быть свои интересы, свой график. Если ты сломаешься вот в этой, войне, которая, в этой эфемерной войне, то он тебя просто растопчет. И готовься к тому, что придется его отпустить. Этот мужчина, он может оказаться не готовым к тем отношениям, которые ты хочешь. А он не готов никаким. Он хочет компот. Как мне тебе прямее сказать, я не знаю. Хочет регулярный компот, но без обязательств. Понимаешь? Найди в себе силы, если он не согласится на твои условия, сказать ему «до свидания» и уходи, не оглядываясь. Лучше остаться одной с достоинством, чем цепляться за того, кто тебя даже не ценит, а ноги вытирает. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечка, мне тут даже говорить ничего не нужно. И так все понятно. Что сейчас между вами? Между вами сейчас полная твоя победа. Ты прям добилась всего, чего ты хотела от этих отношений. Он теперь и пишет первый, и звонит каждый день, или звонит, не знаю, как правильно. Разрешение спрашивает на каждый шаг. Ты стала для него главным человеком в жизни. И он это показывает постоянно. Твоя стратегия, она сработала на все 100%. И сейчас ты живешь вот в роскоши его внимания. Подарочки дарит, возит по ресторанам, кафешкам, любые твои капризы выполняет. У тебя есть все, о чем можно мечтать. То есть мужчина, который готов ради тебя там на любые свершения. То есть ты получила власть над ним, полную и прям безграничную. И знаешь что? Ты очень довольна собой. Ты прям гордишь, я прям чувствую, как ты гордишься тем, как ловко ты его завоевала. Подругам говоришь, какой он послушный стал. Наслаждаешься тем, что он прям боится тебя потерять. Ты себя чувствуешь королевой, которая правит своим королевством, а королевство твое — это он. Но проблемка есть, ты заскучала. Когда вот мужчина становится слишком предсказуемым, он перестает быть интересным. Ты получила то, чего ты добивалась, но ты поняла, что это не то, чего ты хочешь на самом деле. Победа пустая, а мужчина завоеванный, скучный. И теперь ты не знаешь, что с этим делать. Нужна ему? Нет. Ты ему по-настоящему не нужна. У него, знаешь, у него сейчас в душе полная пустота и разочарование.
Знаешь, он думал, что вот любовь — это когда вот сердце чаще бьется из груди, выпрыгивает. Я аж на эмоциях подавился. То есть, когда вот хочется петь, танцевать, а получилось у него все наоборот. Рядом с тобой он чувствует, что он устал и опустошен. И ты прекрасно знаешь, в чем дело. Ты ему напоминаешь о бывшей. Ты ему напоминаешь и о детстве его, о том времени, вот когда он был маленьким, беззащитным, когда мама говорила, как говорится, все говорила, чего делать. А он только подчинялся маме. И вот сейчас ты ведешь себя с ним точно так же. Ты командуешь, ты контролируешь, ты не даешь ему самостоятельности. И вот этот мужчина вернулся вот в это, как сказать, в это детское состояние, когда им управляют. Он перестал быть взрослым мужиком. Он превратился в послушного мальчика. Разрешение твоего спрашивает, боится тебя расстроить, делает только то, что ты одобряешь, а внутри его это дико раздражает. Он за тебя цепляется не из любви, из привычки. Как ребенок цепляется ж за маму, даже когда она его ругает. Вот точно так же. Ты стала для него не женщиной, а вот матерью. И это убивает в нем мужское начало. Он нужен тебе как игрушка, а ты ему как костыль. У вас нездоровые отношения сложились. Ну а что я тебе могу сказать? У вас все хорошо, и ты молодец, ты королева, да нифига. Будет за твою любовь бороться? Будет. Но не за твою любовь. Он будет защищать свое право оставаться мужиком. Вот сейчас в нем накапливается вот эта злость, обида на то, как ты с ним обращаешься, и скоро вот эта злость, она прорвется наружу в виде бунта против твоей власти. Но одновременно он будет терпеливо работать вот над тем, чтобы изменить баланс сил в ваших отношениях. Он очень упорный. Когда дело касается его достоинства, он будет делать все. Он начнет постепенно отвоевывать там свою независимость. Сначала в мелочах, потом там в более серьезных вопросах. Он будет бороться не для того, чтобы тебя удержать, а чтобы доказать самому себе, что он не тряпка половая. Ему важно восстановить уважение к себе, вернуть ощущение собственной силы. И если для этого придется идти против тебя, то он пойдет. И знаешь, что будет его главным оружием? То, что он упрямый. Он будет методично разрушать вот эту систему контроля твоюшнюю. То есть то, которое ты установила контроль над ним. Он перестанет отчитываться о каждом шаге. Он будет принимать решения без твоего участия. Он начнет встречаться и с друзьями, которые тебе не нравятся. И ты ничего с этим не поделаешь. Как тебе быть? Капризничать перестань. И требовать от него невозможного. Ты превратилась в избалованную принцесску, которая думает, что весь мир должен крутиться вокруг ее... чуть не сказал. Ты поняла, да? Вокруг нее. Но мужчины не любят принцесс. Они любят женщин. А женщина умеет быть гибкой. Женщина может быть понимающей. Женщина может быть поддерживающей. И открой свое сердце для новых чувств. Ты сейчас, зациклен на том, чтобы получать от него внимание. А сама ты взамен ничего не даешь. Поэтому не удивляйся, что он там через месяц, через два уйдет. Начни интересоваться его делами, начни интересоваться проблемами егошними, мечтами. Стань ему не хозяйкой, а подругой. Но самое главное, позволь себе быть, эмоциональной немножко. Не истеричкой, не путай это. Потому что на данный момент ты боишься показать слабость. Что ты просто превратилась сейчас в холодную холодную королеву, снежную королеву. А мужикам же хочется защищать не эту, не льдышку,
И хочется защищать, а не подчиняться. Покажи ему, что ты можешь и грустить, и сомневаться, и в нем нуждаться, в поддержке в егошней. Если ты свое поведение не изменишь, то ты его потеряешь. Это тебе я сразу говорю, прям вот это аксиома. Не нужно, чтобы тебе там что-то резонировало, не резонировало. Это аксиома, доказательства не нужно. Он уже сейчас ищет способы от тебя, как говорится, дистанцию держать. И скоро он найдет женщину, которая будет относиться к нему как к мужчине, а не как к ребенку. Поэтому решай. Менять свое отношение к нему или готовься просто к расставанию. Третьего варианта нет. Это аксиома, еще раз повторяю. И неважно, резонирует тебе расклад или нет, веришь ты второй или нет, он уйдет, если ты не поменяешь себя. И помни, что дед всегда рядом и всегда с крапивой рядом с тобой стоит.